Всем привет! Это второе наше путешествие по Халкидикам. И сегодня мы отправляемся сразу в два поселка Кассандры, самобытный Афитос и освежающий Криопиги. Поехали! Первым на нашем пути был Афитос, находящийся в 80 километрах от Салоников. Друзья, мы в поселке Афитос. Дорога от Салоник у нас заняла в районе часа. Говорят, что здесь родились первые титаны. И где-то здесь недалеко произошла их битва с богами. Не знаю, правда или нет, но звучит красиво. Мы наслышаны о его красивых улочках, необычных домах и прекрасном виде на море. И поскольку мы избалованные путешественники, нас трудно чем-то удивить, мы решили проверить это лично. Но в одном мы уже убедились точно. Это красивейший вид на море. Друзья, кто не смотрел нашу первую часть о поселке Колифея, что в переводе с греческого означает «красивый вид», ссылку мы оставим здесь, но прибыв в Афитос, мы поняли, что не тот поселок был назван Колифеей. Друзья, это такая особенность этого поселка. Похожие каменные таблички есть на многих домах и на заведениях. Где-то это имя собственника, где-то это название заведения. Имейте в виду. Главная достопримечательность Афитоса – это его архитектура. Здесь очень много домов 19 века. Очень приятно гулять по этому поселку. Живописные мощеные улочки как будто переносят тебя в другую эпоху. Пойдемте. На главной площади поселка находится церковь Святого Димитрия. Ее особенность – это базилика с куполом. Редкая архитектура для здешних мест. Она датируется 1858 годом и хранит в себе редкие иконы и ценные мозаики. Афитос супер. Друзья, очень жарко. Пошли, да? Интересно, кто старше, этот трактор или этот дом? Самобытная атмосфера Афитоса влюбляет в себя с первого взгляда и никого не оставляет равнодушным. Друзья, мы нашли нашу камеру. Это еще одна особенность этого поселка. Очень много цветов в таких железных баночках. Судя по всему, это вот оливкового масла банки. И они расписаны какими-то художниками. Все очень красиво. Если пройти от центральной площади по направлению к морю, то можно попасть на своеобразный каменный балкон. Здесь огромное разнообразие ресторанов и кафе. Можно выпить кофе и полюбоваться замечательным видом на море, чем мы сейчас и займемся. Пойдемте.
Слушайте, мы 10 минут снимаем и 20 минут где-то сидим, отдыхаем от жары. Друзья, это холодный кофе Фредо Эспрессо. Кто не знает, как делаются подобные кофейные напитки, у нас есть видео, поэтому короткое, 40-секундное, вот здесь будет. Смотрите, наслаждайтесь, как я. В Афитосе находится 3 пляжа. Первый — это центральный. Он находится как раз ровно за мной. Он довольно каменистый, с каменными плитами, но есть один большой плюс. Здесь никогда не бывает много народу, поэтому можно отдохнуть в спокойной обстановке. Второй пляж находится слева от меня, называется Лиос. Он песчаный вперемешку с галькой. Нередко при входе встречаются каменные валуны, но их не так много. Он довольно протяженный, узкий, но места предостаточно. Можно арендовать лежак, а можно прийти со своим зонтиком и полотенцем. И третий пляж находится справа от меня. Он полностью песчаный и подходит для маленьких детишек. Глубина там нарастает постепенно, поэтому очень комфортно. И плавный заход в воду. Тоже есть лежаки, душ, все как обычно, все цивилизованно, обустроено. По традиции у нас в Греции становится жарко. И мы все тянемся к водичке, к прохладненькой. Поэтому мы сейчас спустимся туда вниз. Мы, конечно, не пойдем на эти камни, там нырять, ноги ломать. Поэтому мы пойдем на песчаный пляж и там будем купаться. И вам его и покажем заодно. Поехали. Идем до машины, чтобы поехать уже к морю спуститься. Потому что от поселка до моря, минут 10 точно идти. Поэтому мы сейчас прыгнем в машину. И чтобы совсем не жариться, я вот купил 2 мороженого шоколадно-карамельных. И мы собираемся по старой традиции именно насладиться. Друзья, мы дошли до, так сказать, песочного пляжа. Он на самом деле очень маленький. Там есть один бич-бар. 20 евро за сет. 2 шезлонга, 1 зонтик. В общем-то, мы пожалели 20 евро. Теперь Лариса пошла в машину, чтобы принести наш зонтик, чтобы мы могли лечь дикарями на пляже. Да, еще в Греции все пляжи общественные. Даже там, где зонтики стоят, даже там, где есть гостиницы, вы можете прийти со своим зонтом, лечь спокойно, отдыхать, вам никто ничего не имеет права сказать. Имейте в виду. Сегодня нереально жарко. Говорят, что к концу недели будет плюс 45. Но мы уже сейчас невозможно жарились. Да такой не бывает температуры плюс 45. Ну говорят же. А там проверим, правда или неправда. Давай, ты готова купаться? Я с нетерпением жду не дождусь, когда мы окунемся. Пойдем купаться? Пошли. Dime si tú quieres algo más. Dime si tú necesitas algo dulce para calmar esta noche. Va a ser loca. Esta noche va a ser la mejor de tu vida. Dime si te quieres acostar. Dime si tú quieres que yo haga algo con tu mar esta noche. Te doy una anilla. Por eso va a ser la mejor de tu vida. Esta noche va a ser
Друзья, мы освежились немножко, хорошо. Хотя вода сегодня не очень освежает, очень теплая. Мы очень клево искупались, вода вообще супер просто, прозрачная, чистенькая, тепленькая. Вообще кайф. Я не думала, Всё что супер. здесь есть такой тоже приличный пляж. Ну, могу сказать, что поскольку здесь там, где песочек, только один бич-бар, и у них нет совсем конкуренции, цены, конечно, очень завышены, лежаки. Ну, нам и под нашим зонтиком очень уютно. Дело ведь не в лежаках комфортных, а в людях, которые тебя окружают, правда, в компании. Да, в общем, Поэтому- мы отдыхаем дикарями сегодня. Немножко подытожим. Афитос классный. В общем-то, мы рекомендуем посетить Афитос хотя бы на полдня, посмотреть эту архитектуру и красивые виды. Ну, искупаетесь, здесь красиво, чистенько, все. Аккуратненько, рекомендую Афитос. В общем, сегодня очень жаркий день. Даже купаясь в море, вода теплая. Поэтому мы сейчас отправляемся во второй поселок, Криопиги, что в переводе «холодный источник». Там, как говорят, много источников, и часть из них бьет в море. И из-за этого там водичка попрохладнее. Надеемся, что там мы прям конкретно освежимся. Поехали. Дорога до поселка заняла у нас 10 минут. Сейчас мы находимся в поселке Криопиги. Главное шоссе разделяет этот поселок на две части. В верхней части, выше шоссе, находится старая часть его. Здесь можно прогуляться, есть своеобразные домики старые. Атмосфера чем-то даже иногда напоминает Афитос, в котором мы были до этого. В нижней части, за хвойным лесом, уже расположена пляжная часть поселка, и туда мы спустимся чуть позже. Мы находимся в верхней части поселка, где как раз расположены холодные источники, которые мы упоминали ранее. Местные жители набирают здесь воду и говорят, что эта вода намного вкуснее, чем бутилированная. Чуть выше источников находится амфитеатр. За ним начинаются настоящие джунгли, оплетенные лианами. Здесь проходит туристическая тропа. Местами она бывает довольно сложная, с сложными спусками, подъемами. Но вы не пожалеете, если прогуляетесь, потому что оттуда открываются замечательные виды на море. И обязательно обувайте удобную обувь. Это очень важно. Вообще, друзья, Криопиги такой поселочек. Тут, по сути, смотреть-то нечего. Мы специально остановились на главной улице поселка. Главная улица – это главная дорога, которая рассекает Кассандру. Вот она. На ней есть магазины, таверни, все что угодно. Ну, честно говоря, не очень прельщают такие поселки, где главная улица – это трасса. Поэтому мы сейчас быстренько что-нибудь перекусим и спустимся на набережную. Всем привет, пойдем купаться, освежаться в Криопиги. Друзья, мы спустились с главной дороги до пляжа Криопиги. Это примерно метров 700-800, достаточно крутой подъем, поэтому будьте внимательны при бронировании жилья. Хоть и спуск очень утомительный, но он проходит по живописному маршруту. Вокруг лес, сосны 8, 10, 15 метров, ну, неописуемая красота, хвойный запах. По поводу пляжа, в Криопиге он немножко узкий, но очень длинный, то есть большая протяженность береговой линии. Здесь можно найти место не только на шезлонгах бич-баров, но также можно поставить свои зонтики, то есть место в любом случае найдете. Еще одна особенность, из-за того, что пляж примыкает вплотную к лесу, к сосновому, очень высокие деревья, и во второй половине дня, по сути, не нужны зонтики. Образуется естественное укрытие от солнца. Пойдемте посмотрим. Идем на пляж. Вот она, спасительная тень.
И зонтики не нужны. Друзья, чистенький песочек, прозрачное море. Мы идем купаться. Друзья, посмотрите, водичка. Это не бассейн, это море. Море супер. Класс. Супер. Dime si te quieres acostar. Dime si tú quieres que yo haga algo con tu mar esta noche. Te doy un anillo. Por eso va a ser la mejor de tu vida. Друзья, вот это побережье Халкидиков. Здесь полно таких маленьких рыбок. И, в общем-то, если ты стоишь на месте в воде, они немножко пощипывают ноги. Ну, чуть-чуть неприятно. Поэтому это побережье для занятий фитнесом в воде. Да, меня укусили сегодня. Потому что ты стояла в воде и ничего не делала. Очень хищные рыбки. Еще раз, как картина называлась? Аполлона прибила к берегу. Все, Давай, выходи. Аполлон, выходим. Друзья, как оказалось, здесь отличный бич-бар. И мы собираемся им насладиться сейчас в полной мере. Пошли. Друзья, немножко подытожим по поселку Креопиги. Изначально он нам не понравился, поскольку его главная улица – это трасса. Но спустившись к береговой линии, мы были поражены красотой лесного массива и прекраснейшим пляжем. В общем, мы изменили свое мнение, но удаленность пляжа от поселка необходимо учитывать при бронировании жилья. Оба поселка, помимо своих недостатков, имеют и свою изюминку и достойны вашего внимания при выборе места отдыха. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии, мы обязательно на них ответим. До встречи в следующем выпуске. Удачи, пока!